Салам алейкум. Сәмсіз. Исәнмесез. Разрешите с вами познакомиться. Как вас зовут? Шемсия, па. Шемзия. Шемсия, па. Шемзия апа. Меня зовут Сталик Ханкишиев. Я приехал в Татарстан для того, чтобы собрать рецепты татарской кухни и написать книгу о татарской кухне. Разрешите, я посмотрю, как вы готовите, и немного поучусь у вас. Да. Можно? Давайте. Шамзия апа, А? а что вы хотите приготовить сегодня? Губади. Губадия. Да. Я уже знаю, что это очень вкусный сладкий Да, пирог сладкий татарский. пирог, Прям да. Вот изюм. я попробовал в одном ресторане, мне так понравилось, я так восхитился. Вы меня не слушайте, вы готовьте, Да. вы готовьте. Если можно, я буду иногда вам мешать, спрашивать у вас кое-что, задавать вам какие-то вопросы. Например, вот это тесто, из чего сделано у вас? Вы делаете и Ну, говорите? это тесто сделано из муки, молоко, мука, дрожжи, яичко, масло сливочное. Ага. Вот, соль, А песок. сколько примерно было яиц? 3 3 яйца. на одну. А сколько у вас было молока? Молока грамм 250. Грамм 250 Да. яйца, 250 грамм молока, Да. немножко дрожжей. А Да. муки сколько было? Что взять? Ну, уж как? Грамм 400, может быть, вот так. Ну, понятно. Да. Видимо, вы, как и многие хозяйки, как очень многие люди, которые не работают там в ресторане или в столовой, в кафе, а готовите дома для себя, не взвешиваете продукты, да? Сколько... На глаз уж, сколько я уже работала поваром-то, я уже знаю на глаз. А вы я работали поваром? Да, 38 лет. А я не знал про это, мне не Да. сказали. Я всю жизнь поваром работала. Вот это да, вот это здорово. Да. А где вы работали поваром? Ну, в Бахатле тоже работала, в кафе работала. Так, Понятненько. в заводе тоже Скажите, работали. пожалуйста, В советское времена Шамзия уже. апа, что еще пойдет у нас для губади? Ну вот тесто, вот это чудесное тесто, приготовленное из хороших продуктов. Да. А что еще? Это начинка, как начинка, да? Да, что пойдет в начинку? Ну, корт вот. Корт. Это Да, 400 творог, грамм. который... Да. Его запекают или жарят? Я так и не разобрался. Как его готовят? вот Кипятят. этот творог? Кипятят. Кислое молоко кипятят. Ага. И вот так получается красный. Долго надо Так кипятить. долго кипятят, пока не покраснеет. Да, да, да. Выпаривается лишняя вода, да? Да. И вот это Лишняя вот то, что вода. остается красное. Вот это красный, да. Ну, они Можно- натуральный деревенский можно молоко. я немножко попробую? У Конечно, меня руки чистые. пожалуйста. Берите. Вот. Сковородка. Видимо, вы ее используете как форму, в которой будете выпекать это? Да, да, да. Круглый. Шамзия апа, Ау. скажите, пожалуйста, а вот это что такое? Это Да. вот присыпка будет. Когда закончится, наверху вот так. Как вы ее готовили, эту присыпку? Это сливочное масло, песок туда. Сахарный и песок? Да, и мука. Перемешаешь, вот так присыпку получается. Перемешиваешь, растираешь, Да, растираешь, да, да, вот вот такой, такой чтобы такая сухой, крошка, чтобы да, получилась. Прям что вот так было. Сухая, вот видите? Да, как да, вот да, да, сухая. Можно подойти поближе? Посмотрите, Сухая. посмотрите. Подойдите поближе, посмотрите. Вот это корт. Корт. Вот это корт. Шамзия апа, А? сами делаете корт или покупаете готовый? Сами тоже сделаем. Но это не трудно. Делаем. Нет. Вот если я начну, у меня может получиться, может не получиться или как? Вот ночью 6 литров молока, если положишь, килограмм, больше килограмм получается, да. Из 6 литров Да, кислого да, молока, да, если да. из КТК. Кислый, не катык, Да. кислый. Катык-то не получится они. Просто прокисшее молоко. Да, да, да. Сыворотка снимаешь, или вот так кипеть тоже. Ой, а это у вас что там такое? Вот это вот. Это треугольник. Очень вкусные они, Эшпашмак. татарские. Эшпашмак, Мы куда не идем, в какой татарский дом не попадаем, везде нас встречают с эшпашмаком. Наверное, Эшпашмак это это- прямо одно из любимых Это- татарских да, блюд, да, да? да, самый Хорошо. любимый. Но губадию я люблю еще больше. Я правду скажу. Я губадию вот, ну там не знаю, может быть, 1-2 раза попробовал. Знаете, я даже один раз сам попробовал печь губадию. Ага, получился? Вот. Ну да, получилось. Но я
немного там своевольничал, я немного видоизменял рецепт, но сначала считаю, что мне нужно научиться так. у хорошего мастера. Есть. Вот, например, я не наливал масло на донышко. Пожариться на донышко должна, пирога. вкуснее будет, да, вот, дно надо обязательно. И, кажется, я не видел ни у кого, чтобы наливали Вот растительное масло. Ну, А потом сверху раскладываете вот этот корт. Курт. Нижний слой начинки – это корт, да? Курт. Самый первый курт. Сейчас я это. Как правильно говорить? Корт или кырт? И так слышу, и так слышу. Курт уж грубо. Курт надо. Татарский. Курт. Корт. Ага. Ну, это у нас татарский пчела курт называется. Ули, который летает же. Это курт тоже. Это тоже курт. Вот. Ну, не знаю, я называю курт это. По-другому, Интересно. по-моему, есть какой-то... Интересно. Вот. Вот так ровно сделаешь. Сюда на дно кладешь. Немножко утрамбовываете или просто рыхло укладываете? Как? Да, вот так, я да, вижу, вот да, так, чуть вот так. прижимаете, да? Ага, Чтобы ага. такой Да, получился да. фундамент, основа Да, такая основа. Угу. Чтобы невысокий был. хорошая. Ну вот, Вот. Крепко, что ли. хорошо. Вот. А что дальше? Что следующее Сейчас пойдет? песочек. Прямо на корт? Да. А не кислый же будет такой. Вот. Вот это я тоже никого не видел. Вот этого тоже я ни у кого не видел. Я видел, что некоторые пересыпают рис с сахаром, мешают. Нет. Вот по Правильно. правилам технологии так уж. Правильно. Это кислое, рядом должно быть что-то Да, сладкое. сладкий, да. Кисло-сладкое всегда будет вкусно. Да, вот так. А если еще и жирненькое будет, немножко будет еще лучше. Сейчас рис, вот. Рис. Рис, вы взяли простой круглый рис и его сварили до готовности. Можно я попробую немножко? Пожалуйста. Вот так вот я возьму. Ага, попробую. да, готовится, чтобы они не сварились, вот крупный был, Ну, что... на 80% готовы, да, наверное? Да. На 70-80% Да, готовы. здесь все продукты готовы уже. 3-4 минуты вареный рис в кипяточке, да? А потом Нет, 3-4 мало, они сырые же будут. сколько варили? Ну, минут 20. 20 минут варили? Да. А вы как, вы залили воду и Кипяток. поставили, пока Кипяток. пока не выпил, да, воду? Нет, они зачем? Или Вот откинули? сварится, я посмотрю, попробую, готово. Потом я под холодную воду поставлю, Ага. сливаю все это. Белый Сливаете вода, да? и, Вы они рассыпчатые, и получается. остужаете холодной водой. Да. Понятно. Смывать надо с холодной Понятно. водой. Понятно. Рис не солили, когда варили? Солили. Солили? Да, обязательно солить надо. Сюда же соль насыпешь Правильно потом. сделали. Не Да. соленый рис вкусно не бывает. Да. Рис требует соль. Это вот китайцы варят несоленый рис, но у них потом еда соленая, там, кислая, Ой. острая там, и так Не далее. знаю, китайцы. Всякие. Можно я спрошу у вас еще вот о чем? Вопрос такой более широкий. Можно сказать, даже философский вопрос. В чем главный секрет татарской кухни? Татарские кухни всегда на сливочном масле готовиться надо. Так, Молоко, сливочное масло обязательно туда уж. Вот треугольник тоже. тоже сливочное Лишь масло. тоже сливочное масло. А вкусно Должны пахнет. они. Вкусно пахнет. Ага, вот они, вот с этого. Так уж. Я потом попробую один. Если чай заварите, попробую. Без чая, Ой без уж. чая не буду. Как не будете попробовать? Конечно, будете. Я потом попробую. Все будете ловиться. Наверное, весь рис не пойдет? Пойдет. Или весь пойдет? Пойдет. Весь Это рис? норма. А сколько норма? Ну, такие сковородки у многих людей есть. Это сковородка 31 сантиметр в диаметре, я знаю. Ну, рис, например, 300 грамм, если его возьмешь, сваришь, они 600 грамм, три раза. Да, 300 грамм риса на Да. такую сковородку. Да. Ага. Если будет сковородка поменьше, значит 200 грамм возьмешь. Да. Если побольше, 400 Да. грамм возьмешь. Вот. Они 3 раза Увеличивается. увеличиваются, да. Шамсияпа, а вот, ну, я видел, что губадия это вот примерно вот такой толщины обычно бывает выпечка, да? А потолще нельзя сделать? Толще вкуснее будет, наверное, нет? Ну, и это развалится потом, как свои нормы уж получится. То есть рассчитано всё. Да, вот. Низко, хорошо, отрезать. То есть рассчитано. Да. Примерно 2-2,5 сантиметра слой риса.
Да, Ох, какой кишмиш у вас красивый. курт. И А это скажите, пожалуйста, на базар любите ходить? базар? Да. За продуктами. Сами ходите или У меня кто-нибудь здесь- для вас пойдет Нет, принесет? здесь у нас все есть. У нас в огороде все есть. Ну мы- что-то покупаете, и вот изюм покупаете же. Изюм покупаем, да. Изюм уж не растет здесь. За мясом иногда идем. Ну, что надо, идем как базар. А я люблю ходить на базар. На базар придешь, можно поговорить с людьми, с продавцами, Да, что-то они посоветуют. да. Подождите, Интересно. это что, вареные яйца? Я думал, вы на завтрак сварили. А что, эти вареные яйца сюда? Да, говорят. Это же сладкий пирог. Так, норма. 6 яичек. Как сладкий пирог яйца? Это вкусно будет? Вот, вкусно будет. Хорошо, очень попробуй. вкусно будет. Ну, я правду скажу, я не, как сказать, не шучу, извините за выражение, не придуряюсь, но на самом деле, я, который ел кубадия, вот в ресторане, там не было яйца. Бывает с яйцами, Не бывает без яиц. положили, наверное, экономили, наверное, без яичек. Да говоря, не нет, там бывает. хороший ресторан, там не Ну, экономят, чё? там хорошо готовят. Может, другой это, ну, яичко. А масло куда? Куда столько масла? Смотрите, сколько Сюда. масла вы приготовили. Сюда. Это для чего вам? Сюда. Что? Вот сюда положим. Вот это все масло сюда Всё положить? сюда Ну, конечно, положим. вкусно будет. Сахар положила, яйца положила, еще сверху столько масла. Конечно, вкусно будет, куда Надо денется. что делать? Технология такой. Татар так придумали. Так. Эх, я помогать вам хочу и не знаю, что делать. Вы сами все так быстро делаете. Ай, сидите, отдыхайте. Уже устали, наверное, сегодня. Так. Что еще? Вот, сейчас начинаем. Знаете, а вы в первый раз вот так вот снимаетесь перед камерами и так далее? Ну, конечно. Первый раз? Никто не снимал вас раньше? Почему? Ну, на работе, может, снимали уж. Я не знаю, вы такая симпатичная женщина, Да. во-первых. Во-вторых, вы да. так хорошо умеете готовить. Как это вас обошли стороной? Я обычно во время съемки, обычно я сам готовлю. Да? Ну, сам готовлю, сам объясняю, как там что готовить. А здесь, в Татарстане, я приезжаю в семьи к разным хорошим людям. И эти хорошие люди показывают мне, как они готовят, что-то рассказывают о своей жизни. Расскажите вы тоже немножко про свою жизнь. Вы где родились, во-первых? Я родилась в Татарстане, Арский район, В Арском районе? Да. Мы уже были там. Нам там очень понравилось. деревня Очень такие Кайнсар. хорошие люди. Деревня Кайнсар. Ага. Вот. Мы 6 детей были. Родители хорошие были, воспитали. Папа, мама оба Да, были, он, да. да. Мгм. Папа тоже работал. Вы школу закончили, еще Да. где-то учились после школы? На кулинарии учился. Кулинарное училище? Да. И вас там учили татарским блюдам или каким-то, ну, таким советским блюдом? Все там есть. И мясное, и салат, и все. Это уже на работе все надо сделать. Первое блюдо, второе блюдо. И выпечка мясной. Раньше же очень много кушали в столовой. Очень много. Например, я мощной. Когда надо, только в столовой. Я мясник была. Скажите, пожалуйста, а вот где вы больше получили знаний? Где вас лучше научили? В училище или уже на практике, когда на работу уже пришли? На работе. А что там учишься, ничего не понимаешь, еще считаешь, только зубришь. А потом... Ну а на работе кто у вас? У вас были, наверное, какие-то вот любимые учителя, кто вот вас учил, показывал, как за правильно надо? производство. За Как производство. звали? Это женщина была, мужчина? Женщину Евдокия Ивановна. Самой первой моей была очень хорошая женщина. Как хорошо, что вы помните. Ну, она же не жила Как хорошо, уже что сейчас. вы помните ее имя, Евдокия Да. Ивановна, русская Нет, женщина. да? Ага, недавно только во сне снился, вот, 2 дня тому назад. Может быть, за этого предупреждал. Да? А что она говорила вам во сне? А? Что она говорила вам во сне, Евдокия Ивановна? Так-то особенно ничего не говорила. Я говорю, иди домой. Так То только есть я так сказала. Масло, и сверху масла еще сахар. Сахар там внизу был, на корте, и вот здесь еще масло.
Ну, вы как-то очень, у вас очень щедрый пирог получается, очень Так щедрый. положено уж. А что, они очень дорогие, конечно, в воде. Так? Ну, меня угостите, вот такой кусочек маленький отрезайте. Ой, как уж не угостим. Ладно. Все дадим. Всё Остальное пойдем на базар продадим раздорого. Базар не возьмут, наверное. не Я знаю. шучу. Можно убрать вот это, да? Да. А вот тут масло чуть-чуть осталось. Дай, положи. Масло не испортит. Я не люблю, когда продукты попадают куда-то там. Зелень попала, нож нарезали, вот масло. Скажите, пожалуйста, ну вот Евдокия Ивановна, вот эта вот русская женщина, судя по всему, она была, наверное, старше вас, да? Старше, конечно, она уже сколько? Сколько лет ей было, когда вы пришли к ней на производство? Наверное, работать? год 42-43, может быть, было. Вот она А очень вы звали ее уже вот там не Дуся, а Евдокия Нет, Ивановна. Евдокия Ивановна большой человек. Хорошая Ну, женщина. старших надо уважать, конечно. Строгая была? Когда работаешь, никто не ругает. Вы в тесте сделали, вот этой крышечке, сделали небольшое отверстие. Для чего? А то они лопаются. Воздух надуется, что? да? Да. Ну-ка, подождите, это интересно. Вот так лепишь. Вы ножичком, значит, острием ножа А как? Я пальцами не могу же отодвигаете. туда. отодвигаете тесто и прилепляете, Да, делаете да, защип. Да, Да? да. Это надо подойти поближе и посмотреть, потому что вам такое больше нигде никто никогда не покажет, понимаете? А вот эта Евдокия Ивановна, она татарские блюда тоже умела готовить? Она все умела, она татарский знала. Она русская. татарский язык знала? Да, настоящий татарский язык знала. И сама русская была по нации? Да. Не Кряшин, вот Нет. Именно Русские, русская? Да. Удивительный человек. Справедливая женщина, хорошая была. А что за нож у вас такой в руках? А? Что это за Ну, нож это у вас мой такой? любимый нож. Сколько лет я работаю, вот Сколько лет? я 38 лет работала. Ну, 38 лет назад этот нож с вами? Нет, наверное. Нет. 25. Можно посмотреть? Можно одну секундочку? Пожалуйста. Знаете, в чем дело? Почему я попросил его? У моих родителей тоже был такой нож. В детстве У всех, таким ножом наверное, что-то всех, резали. наверное, Но это- он чуть-чуть толще был такой, широкий был вот такой. Это вы, наверное, точили, и от него уже Да, мало уже осталось, да? мало остался уже. Хороший нож был, когда острый. Понимаете, вот человеку инструмент пришелся по руке, и он с этим инструментом живет всю жизнь. Да, другие не нравится, не идет дела. Вот оно. Неудобные, не такие. Да, а это уж А кто вам нож точит? сама. Сами нож точите? Да, а что сейчас есть же так, пособление ларис. Раньше, помните, точильщики ходили, у них такая была, как швейная машинка, ногой так точат, и Да, искры летят. ага. Кричали, Стена «Точу достояла. наши ножницы». Ага. Крепко, чтобы они не открылись. Ой, как красиво получается. Нет, еще подождите сейчас. Шамзия апа, что важнее, вкус блюда или как оно выглядит? Вкус, конечно, чтобы людям хорошо было, не болели, желудок, чтобы не болело, усваивалось хорошо. Спасибо вам за эти слова. А это Конечно, повар- красота зачем? Вот, чтобы нигде не болело. Вот говорят же, вот это ела, у меня живот болит, или болит, желудок болит, чтобы все хорошо было. Ну, по-моему. Конечно, хороший повар должен заботиться прежде всего и о том, какое самочувствие будет после его еды у человека. Вот. Самый главный шел. А вот татарской кухни много идет и... как пальчики работают. Вот отсюда надо посмотреть. Посмотрите отсюда, с этой стороны. Вот так вот поворачиваю. Раз. А теперь посмотрите, что там сзади. Посмотрите, что там сзади получается. Такой узорчик идет. Шамзия апа, вот
так Ну, у вас, делаешь. наверное, дети были, семья тоже была, да? Да, было. И как вот вы на работе целый день готовите, а дома кто готовил? Сама. Кто будет? Приходили еще и дома готовили тоже? Ну, а что делать? Семью кормить же надо. Ну, Они- тяжело, конечно, целый день на ногах еще. А дети не пошли по вашим стопам? Нет, вот решат вот так. Решат, чем занимается ваш сын? Ну, хлебзавод держит. Химия. Что держит? Хлебзавод. Хлебзавод. Ну, конечно, он по вашим стопам пошел. Он тоже кормит людей. Самый важный продукт какой на столе? Хлеб? Да, Как? Я без хлеба ничего не кушаю. вот. А мы, да, конечно, хлеб уж. Все больше. Так, присыпку сделаешь. Знаете, вот такую присыпку, у меня бабушка была немка. И они пекли такие пироги, называли это пироги, ну, по-немецки говорили, кухня, значит, печеная. И вот они тоже делали такую присыпку из сахара, муки, из сливочного масла. Точно такую же присыпку делали, только у меня бабушка сначала выпечку смазывала джемом, а потом на джем посыпала вот эти вот присыпки. Джем кисленький, Да, да, да. а это присыпка. Чтобы не текло, наверное, Джим. И, ну да, и хорошо держался. Да. А то ведь на горячей духовке не течет. А это держит. А это зачем вы раскатали? Что потеряли? А есть у нас что-то. Знаете, дорогие друзья, перед нами очень скромная женщина. Женщина, которая свою жизнь посвятила вкусной еде. И Шамзия апа, я вижу, сейчас немножко волнуется, переживает. Нет, Но я не волнуюсь. я Что-то не хочу, получается. чтобы вы написали добрые комментарии в адрес этой женщины, И- которая тратит свое время на то, чтобы поделиться с нами своим мастерством и учит нас хорошему, учит Да. нас чему-то доброму. Да. Как светлой памяти ваша учительница Евдокия Ивановна. Евдокия Ну, они Ивановна. много были уж у нас. То один, то другой. Синий. Вот так можно так светло. Понимаете, в чем дело? Не всегда родители могут научить. Иногда родители умеют хорошо готовить и могут научить там, какие-то блюда, определенные блюда готовить. Но чем больше общаешься с другими людьми, тем больше научишься, тем шире будет кругозор. Да, да, да. Ну, меня родители мои, конечно, чему-то научили. А потом я учился у других людей. Там, я помню, значит, там была мама моего друга. У меня был друг Славик, а его маму звали Тамара Яковлевна. Она очень вкусно готовила. Она работала в городском общепите, ну там, в конторе. Она не поваром работала, но очень вкусно готовила. Я всегда у нее, значит, там на кухне подсматривал, как она что готовит дома для себя. Учился. Отец другого моего друга, дяди Миша, у него кличка была дядя Миша очки, потому что он носил все время такие большие очки, и все звали дядя Миша очки. Он очень вкусно готовил тоже. И сейчас готовит. Живой еще, слава богу. И раньше еда-то вкусная была уж. Вот цветочек. Звездочки, Цветочек, украшения. да, цветочек поставим. Это вы что-то другое делаете, да? Ну, это листочек уж. Я буду смотреть поближе. Ну, а что там? Вот так листочек сделаешь, да. Середину поставим, вот. Листочек, цветочки, растительное, Да, наверное. вот. Все. Сейчас расстойка. Минут Все, ставите в 20, духовку? Нет. Минут 25 расстойка должна подниматься. 25 минут в теплом Да. месте. Да. А если сразу ее поставишь, они открываться будет. Ее надо расстойка сделать. Кто вам это еще расскажет? Не надо сразу ставить в духовку, оказывается. Не надо сразу ставить в печку. 25 минут должен поставить Да, пирог, вот посмотрим, настояться. как поднимется в теплое место. А вот можно я загляну в вашу духовку? Там я кирпич вижу в духовке.
Это для чего? Что дна не горела. А? Что дна не горела. А чтобы не горело, да? Да. Чтобы не горело. Да. То есть на основу духовки, там, низ, там, Ну, можно не где-то там ставить. горит газ. Да. Да, и этот газ, это газовая духовка же, да? Да. Да, газ горит, и в этом месте жар идет сильнее. Да. И получается, что в этом месте, ну, наверняка будет пригорать. Положили кирпич, и все греется равномерно. Да, спокойно. Ну что, Сделаем. будем отдыхать, будем чай пить? Давай. Чай будем пить? Ой. Какой прекрасный чайный стол. Как много выпечки. Люблю. Я с детства люблю печеное, знаете. Вот все с тестом я с детства любил. Потом как-то научился готовить плов. И все теперь у меня просят: приготовь плов, или шашлык приготовь, или плов приготовь. Несколько. А я люблю печеное. А это вот как называется? Вот это Это лишь элищ? или губаде это маленький. Маленькая Да, губади. вот и лишь. А элищ это что? Что там внутри? Там картошка и курица. Вкусный, очень. Верю. Но сейчас к чаю я хотел бы что-нибудь сладкое. Можно все не буду брать, я немножко себе отрежу Давай, для того, давай. чтобы попробовать. Все, бери. Налей. Молоко? Чай? Ну хорошо. Уж если пить чай в Татарстане, то надо пить по-татарски. Обязательно, да, татарский. Это уж молоком, молоком, очень да? вкусный плов. И помимо молока сахар кладут в чай или как? Или с медом, или как? Кому как нравится. Вот варенье. Это очень вкусный. Вкусный чай, вкусное варенье. Спасибо вам. Хороший вечер, очень приятный вечер. Мне Да. очень приятно с вами находиться. Очень приятно научиться у вас. На самом деле я узнал довольно много нового. Я думал, что я уже знаю про губадию все, и мне просто нужно только снять. А вы столько много нового рассказали. Когда же будет губадия готова? Сколько еще ждать? Уже, по-моему, уже прошло 40 минут. Поставим, что ли? М? О, какая красота! Вот смотрите, видите, идеально пропеченная вещь. Готовый. Знаете, Шансия, надо подождать, наверное, пока остынет, или как? Уже Чуть-чуть. можно разрезать? Нет, чуть-чуть подождать надо. Чуть подождать. 5 минут. Знаете, мы пока что будем ждать, мы сфотографируем эту губадию. Потому что портрет этой губадии должен попасть в нашу книгу. Но еще мы попросим, чтобы вы подержали в руках эту губадию, и мы вас сфотографируем вместе с этой губадией. Дайте мне еще одну улыбочку. Подарите мне вашу улыбку. Все, вот это есть. Вот это хорошее. Ну что, разрежем? Давай, попробуем. Ой, жалко резать. Жалко резать такую красоту. С таким пирогом можно на день рождения пойти. Да. Можно на свадьбу пойти? Да, свадьбу. Обязательно это в первую очередь. Где фотоаппарат, а? Дайте мне, пожалуйста, фотоаппарат. Слушай, как красиво все. Я вроде бы уже сфотографировал, но хочется сфотографировать еще, потому что это очень красивая еда. Да. Садитесь, пожалуйста. Ой, да. Ну что, разрешите попробовать? Вот. М-м-м. А вам как? Нравится? Нравится? Все хорошо сделали? Все. Попробуй. Фантастически вкусно. Невероятно вкусно.
и по-честному сладко. А то теперь такая мода пошла. Делают торт или пирог, а он не сладкий. Если это сладость, то это должно Это быть вот сладко. чаем пить надо вот такой. Конечно. Дорогие друзья, берите пример с этой замечательной женщины. Шансия апа. Сегодня мы научили вас готовить татарский сладкий пирог губадия. И от всей души желаем вам больших успехов. Честно трудиться, честно прожить жизнь, как живет Шансия апа. И, конечно же, давайте по-татарски скажем. Ашығыз тәмле болсын. Исән сау торыгыз. Счастье кулинара. Знаете, почему я так назвал эту книгу? Дело в том, что я стал счастливым человеком только тогда, когда начал заниматься исключительно кулинарией, моим любимым делом. А как же я стал кулинаром? Эта книга во многом автобиографическая. Только и биографию свою я рассказываю не когда родился, где крестился и так далее. Я рассказываю в этой книге, что я любил кушать в детстве, что для меня готовила мама, бабушка, другие родственники. Например, что готовили при моем рождении. Вот будет смеяться, готовили не плов, готовили пельмени в день, когда я родился. То, что я, как уже говорил, очень любил в детстве. То, что мы с супругой стали готовить, когда создали семью. И вот вся история нашей семьи рассказана через вот эти блюда, которые мы готовили вместе. Баварские сосиски. Ждали вы от меня такого блюда? Вот, например, салат по-уйгурски из требухи. Этому салату я научился уже, когда вполне осознанно занимался кулинарией. Картофельный салат, но не обычный, как все готовят, а уникальный, с особым вкусом. Маринованные баклажаны. Знаете, надо вот один раз взяться, замариновать и очень долго радовать. Как приготовить там малосольные огурцы, соленые огурцы, как приготовить бочковые помидоры соленые, как законсервировать помидорчики и огурчики. Одним словом, здесь рассказано о блюдах на все случаи жизни. Корейские, узбекские, русские, вот даже испанское, пожалуйста, гаспачо. Здесь масса блюд со всего мира. Все то, что помогает нам, я имею в виду нашей семье, жить очень вкусно и счастливо. Я от всей души желаю такого же счастья всем хорошим людям. Мороженое. А как не побаловать внуков мороженым? Знаете, как они любят мороженое? О, куличи. Одним словом, эту книгу, по моему мнению, должна иметь каждая хорошая семья, увлекающаяся кулинарией. Купить эту книгу можно только в моем интернет-магазине stalik.ru. Она не продается ни в каких других интернет-магазинах, не продается на маркетплейсах. Stalik.ru вам помогут выбрать другие книги в подарок вашим друзьям. Если вы купите 2 книги, либо 3 книги, там постоянно проходят какие-то акции, скидки, то одну книгу вы можете получить даже бесплатно. Одним словом, обращайтесь на сайт, звоните, пишите. Мы будем вам очень рады.